Рада приветствовать вас на своем канале и в своем саду. Я Светлана. И сегодня я покажу вам, как сформировала штамп спирей. Мне настолько понравилось, что после этого я сделала штамбы из второй спиреи и из чубушника садового жасмина. Сегодня покажу и расскажу вам, как это делается. Возле лавочки растет первый кустик спирея Грефшейм. Спирея серая. У нее не спадающие веточки, которые очень красиво колышутся на ветру, и все усыпаны мелкими цветочками. Белыми-белыми. Это, наверное, самое эффектное весеннее растение, после магнолии. Красиво, что они зацветают друг за другом вначале. Одни цветы, потом сменяют другие. Но спирея – это моя отдельная любовь. Одно из первых растений в моем саду. Я подписала вам спиреи. Расскажу немножко разницу между спиреей Вангутта и спиреей серой Грефшейм. И покажу штамбы, все по саду, которые сделала. Изначально я купила 2 кустика спиреи серой Грефшейм. Поделила осенью ее на 4. Она, кстати, очень легко делится от корня. Я когда буду штамп формировать, я вам покажу, какую поросль надо оставлять, чтобы осенью разделить ее на несколько частей. Я советую посадить в саду и одну, и другую спирею, и Грефшейм, и Вангутта. Расскажу почему. Вот они как раз 2 рядышком. Слева Вангутта, а справа Грефшейм. Это даже мультиштамп, не штамп, хотя можно оставить с самого начала оставить 3-4 ветки самых крепких, а все мелкие повырезать. Но я только осенью вдруг решила сформировать из них штамбы и объясню почему. Невероятно красиво цветы у Грефшейм. И когда их близко рассматриваешь, и не спадающие мягкие веточки. Вот для сравнения оба штамба мои. У Вангутта более крепкие плотные стебли, у Грефшейм мягче стебли, и штамп получается меньше. Вообще эти 2 спиреи, разница у них и по листьям, и по цветам, и по высоте. Вот эта спирея серая Грефшейм, цветочки у нее мелкие, очень близко друг к другу расположены. Высота этой спиреи 1,5–2 метра. В ширину она раскидистая. Со временем становится, если вам нравится природная ее форма, это будет большой шар, если его пристригать. Вот такие у нее остренькие листики растут вверх. Кстати, их никогда нельзя весной обрезать, формировать. На следующий год из них новые цветущие веточки. Она цветет, и та спирея на побегах прошлого года. А вот это спирея Вангутта. У нее более раскидистые сами веточки, и листья чуть округлые и зеленее, а соцветия как в розеточке собраны, шаровидные. Эта спирея выше, на метр так точно. Эта спирея, кстати, со мной приехала сюда, в Киев, из того города, где мы жили раньше. Она у нас там насажена, везде была. И закрывала первый этаж домов. Многоэтажные дома, первый этаж по высоту окон. То есть ее высота больше 3 метров может вырасти. И она, наверное, раза в 2 выше, шире, чем спирея серая Грефшейм. Имейте это в виду. Если вам нравятся, конечно, природные формы, можете оставлять. Но я
ну, оставлять, ничего с ней не делать, немножко внизу пристригать. Но я решила сделать штамп, потому что у меня места не так много в саду. Ну, дело это не хитрое. Что мы делаем? Я ее сейчас развязывать не буду, я вам показываю. Вот у вас много веток из земли. Вот эту поросль молодую мы всю вырезаем. По-хорошему можно оставить 3-4 ветки, но я хотела, чтобы у меня в этом году красивый уже такой фонтанчик был. Я ее, может быть, осенью развяжу и пройду все мелкие ветки, поросль. Даже там снизу может начинать цвести какие-то веточки. Все удаляйте. Ветки у нее относительно тоненькие. Видите, легко гнутся. Кстати, можно не просто ровно их сделать, поднять, а переплести между собой. Если вы только молодой кустик купили, они не одревесневели, сами побеги, их можно переплести. Можно в косичку, можно какое-то плетение, как у корзин посмотреть, кашпо какое-то и переплести. У меня она уже, в принципе, 2 года растет. Я боюсь гнуть ветки, чтобы не поломать их. Вот тут даже она снизу немножко у меня уже разрослась. Наверное, я действительно осенью уже сделаю у основания ее. Повырезаю тонкие, оставлю более крепкие побеги. Сейчас уже мучить не буду. Это я просто вам показываю, как. Вот эти несколько побегов я оставила, вот именно эти. Я хочу отсадить, секатором отрежу от корня. Откопаю, отрежу от корня, и будет у меня новый кустик. Очень легко и быстро делится. У меня уже и за периметром 3 куста. Кстати, тоже в штамбы их связала, почистила. Поросль, все тоже будут штамбы. Мне кажется, она даже эффектнее смотрится, когда наверх таким фонтаном не спадает. И берем, перевязываем. Я вам говорила, пеньковой веревкой связываем, потому что синтетическая веревка, она, во-первых, она смотрится некрасиво, выделяется по цвету и может травмировать ветви деревьев. У меня вот эта грейпшейм посажена возле лавочки и возле забора, и небольшую аллейку я уже сделала, но сильно много, это тоже перебор, но повторяться растения в саду должны. Для гармоничного ландшафта, повторю еще раз, растения должны в саду перекликаться между собой, надо сажать несколько. Можно в одной зоне, можно в разных местах. Красиво аллеями смотрится. А вот это чубушник. Из чубушника элементарно делается штамп. Так же само убираются мелкие веточки, вся поросль снизу. Чубушник и растет высоким. Вот эти мелкие тоже убирайте, не жалейте. Оставляйте шапочку наверху, и она вам нарастет наверх. Можно зонтиком даже сделать. Я пузыреплодник так делала. Кстати, я, может быть, из него и зонт сделаю. Потому что у чубушника не сильно мягкие ветви. Видите, уже какие толстые. Это я его сюда пересадила. Сзади лавочки, даже за барбарисом. Подняла, он довольно рослый и высокий. А вот еще 2 штамба Спирея вангута. Я сказала уже, что она намного выше растет, более раскидистая, более сочная зеленая листва у нее. И такие крепкие прямо штамбы получились, ровненькие, крепкие. Не такая от корня, она распатланная, скажем так, как деревья. Деревья, вот слева видно, какой красивый прямо штамп. А Спирея грейпшейм, она более мягкая, пластичная, дугообразно проникающие ветви у нее. Ну, у нее своя красота, свой шарм. Мне нравятся обе спиреи. Видите, я их даже рядом между собой посадила. Получится у нас цветение будет перетекать от одной к другой. Будет когда цвести вангута, я вам обязательно покажу, чтобы вы
сравнили, какая лучше, если вы думаете, какую еще покупать. Это второй куст у меня. Третий чуть дальше там покажу. Еще два небольших кустика. Ну, я советую не природную форму оставлять у спирей, а вот так вот поднимать. Штамбом формировать, мультиштамбом. Можно несколько ветвей вообще оставить, и будет красота. Вот вы посмотрели, как красиво. Хоть один кустик сделайте, вам понравится. Вот это молоденькие я только весной отсадила, рассадила, связала. Даже там еще плохо повырезала ветви. Это куст цветущий, который делает, наверное, восклицательный знак именно весной, когда у нас еще нету роз, нету лилий в саду. Большие колыхающиеся шапки такие. Ну, будут большие, будет она повыше, побольше. Можно опору поставить, если у вас там вообще 3 веточки тоненьких. Они нарастут, обязательно будет большой красивый куст. Но чтобы они вверх держали, у грефшейма ветви очень слабые. Вот такое небольшое видео хотела вам показать. До встречи на моем канале.